Это мы где? Это мы на коттеджах, да? Нормально, нормально. Так, что у нас там? Там все заряжено, говорят. Пойдем попробуем с этой стороны сначала заглянуть. Солнышко, да, в спину будет. Это даже хорошо. Значит, потенциального противника будет слепить с той стороны. Оптика не супер-дупер. Для больших дистанций. Но поживем, увидим. А ну. Зато отсюда мне этот суицид. Да блин, далековато. Капец, как далековато. Полтосик. Сатен сразу выставлю. Капец, как далековато. Если только прям оленем не выйдет, вот так вот, не встанет на горе в полный рост. И постоит. Выстрелов несколько. Но это в планах на 100 метров. А что касается 45 метров, то это гораздо проще будет сделать. Или все-таки на переход между коттеджами продвинуться мне, а? Где я обычно там зависаю. Зависаю, заседаю. Ой, вот здесь вообще еще лучше даже обзорчик, да? Суицида. Этой скалы. С сухим деревом. Короче. Особо торопиться не буду. Сколько уйдет рейдов, столько уйдет. Все-таки Мосинка — это болтовка для какой-нибудь таможни, да? Или еще что-нибудь по ближним дистанциям. Некоторые ее вообще за болтовку не считают. Вот теперь солнце туда падает, очень хорошо видно. Но если опять зайдет за облако, обзор пропадет у меня. Сколько до туда вообще? 200 вообще, по идее. Ну, давай 200 поставим. Ага, левую уже не вижу. Пока тишина. М-ка строчила справа. Это, скорее всего, отступники. Кто-то туда подходит. Пока сидим, ждем. Такая у нас работа. Выжидать. Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 63-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске с большим трудом и упорством закрыл квест «Подстава» для лыжника. Наконец-то добил 15 ЧВК в нужной экипировке и с нужного оружия. Затем, продав часть пожитков, раскошелился на 50 тысяч евро для закрытия квеста миротворца «Наставник». Зато это позволило прокачать навык владения снайперскими винтовками до 7-го уровня и закрыть квест «Мокрое дело. Часть 6». Выпуск поддержали финансово Алёха Лещенко, Захар, Мамин Ёжик, Гена Букин, Стефан, Антон, Дасистфак, Боник Форевер и Али Мирный. Спасибо огромное вам за доброе слово и крепкую поддержку. Без нее мне туго приходится. Будьте здоровы. Всем приятного просмотра.
На что сегодня будем делать? Сегодня я постараюсь закрыть Тарковский стрелок, часть 7. Мне осталось одного всего ЧВК застрелить с расстояния более 45 метров, но при этом нужно сделать это с болтовки с глушителем. И пытаться я это буду делать на локации маяк, потому что мне на маяке осталось одного ЧВК с расстояния не меньше 100 метров на маяке убить. Правда, здесь мало того, что со 100 метров надо убить, так еще и надо в голову убить. Ну и для информации, неудачная подстава у нас. Новый квест, он автоматически принимается. Это один из предвайповых ивентов, я так понимаю. Необходимо на ночных локациях настрелять 30 сектантов. При этом диких трогать нельзя. Конечно же, мы этого делать не будем, оставим это на съедение стримерам, а будем заниматься своим маленьким делом. Взял с собой у меня Мосину, тут осталось еще с прошлого рейда. В общем, дистанция, конечно, не алё, но 45 метров, я думаю, и Мосинка подойдет шлепнуть. Если даже в голову не убьем, ничего страшного. Дополнительной волыной будет UMP на ближнюю дистанцию. Ну, чтобы, если что, и диких расшугать, и был какой-то шанс на ближней дистанции против ЧВК, потому что с Мосинки, да и вообще практически с любой болтовки, это только какая-то скрытная стрельба. Дождались, да не того. Кого ждали? О! Зато вон что есть. Давай, говорит, может лучше ДВЛ? На Мосинка не страхована, правда. Ладно, пока сюда уберем. Магазина нет запасного, видишь, на ДВЛ, я поэтому не рассчитывал бы особо на нее. Да и оптика тут капец. Привет, медведь. Еще и не глушеная. Сколько у него кратность вообще? 1000 прицельная дальность, 3,9. Ну ладно. Пока попробуем с ней. Что там у нас? Еще и БПЗ, ФНГ. Пока посмотрим с ДВЛки. Дальше видно будет. Дальше, если что, Мосинку опять заберем. Пойдем посмотрим, что там. Может, что в оптику высмотреть получится. Ух ты. Airdrop.
Airdrop чертовски далеко упал. Чертовски далеко. Куда-то за левый, да? Какой он по цифре? Первый. Да. Все, что я слышал, это только на этой стороне движения. Только один возле меня пробежал навстречу, и все. Весь остальной движ тут. М-ка так и стреляет. Надо попробовать найти камни. Залезть с них, посмотреть. Слушай, а такое ощущение, что пролетает где-то рядом совсем. Тебе так не кажется? Ладно, мне ДВЛ-ка не подходит, короче, для этого дела. Все, на базу отступников полетела. Мне ДВЛ-ка не подходит, я совсем забыл, мне же глушенная нужна болтовка-то для 45 метров. А вон он сидит. Вон не он. Нет, дикий. Это был дикий. Меня еще я на теплаке просто как на ладони. Да, я вообще я сижу очень открыто на самом деле. Для снайперской этой позиции. Как-нибудь хотя бы вот так, что ли. Чтоб не совсем на верхушке быть, да? Силуэтом не светиться. Ну, короче, далековато все это дело, я так считаю. Шибко.
Долго ты ждал, чтобы прибежать залутать его, конечно. Долго. Ну, честно говоря, базу отступников шурудить идти с Мосинкой и с Юмпом я бы не хотел. Ага, та сторона наяривает. Значит, где-то там беготня возня, да? На крыше вспышки. Опа. Дикий. Челобот, похоже. Челобот, аккуратничает. Че, в мою сторону побежишь, что ли? Почти. Есть, застрелил. Там кипиш уже такой пошел, что они по минному полю поскакали. Можно было бы, конечно же, постараться на шумок туда прискакать. 45 метров. Как? Исполнить, да? А где у меня выхода вообще, по идее? Ну, у меня на северной тропе даже выхода нет. Ладно, я думаю, что лучший вариант будет это все-таки подождать какого-нибудь удобного момента. Блин, хотя там до сих пор возня еще происходит. Но я не хотел бы искать все это дело на базе отступников. Потому что, ну, сами понимаете, там помимо ЧВК еще и отступники или боссы, не дай бог, еще потом будут. Это вообще ГГ. Лучший вариант это вот спасти вот эти вот перебежки, я так считаю. Скалу с сухим деревом. Попросту говоря, подкрысить кого-то. Просто-напросто подкрысить. Давай, наверное, пару ближайших домов лутанем, чтобы в мешке хоть что-то вынести. А то у меня совсем расходы что-то разогнались. Меньше миллиона дома осталось денег. Шибко потратился на всякие квесты и туда-сюда. Что тут у нас имеется? Блин, да тут вообще ничего и забрать-то нечего. Вспоминаем, как лутаться. Скоро пригодится, ё-моё. Вайп на носу. Никто, конечно, не знает, когда конкретно. Но скоро. Очень хотелось бы в новом патче, в грядущем вайпе, увидеть оптимизацию. Как не хотелось бы мне железо обновлять, и богу. Только в Таркове у меня некомфортная игра. На некоторых локациях причем. Наверное, вот этот домик тоже лутану. Так как у меня ключик от него есть. Так. Братуте. Попить,
есть, сейчас употребим. О, присадочка, фильтр. Уже хоть что-то, да? Тут у нас бывает что-нибудь? Может быть, да, может быть, нет. Что это такое? Ладно, не буду покупаться. Я думаю, что это чулоботы. Хотя могу и ошибаться. И, скорее всего, кто на опыте сказали бы наоборот, иди на базу отступников, там... Не отступников и диких стреляя, а непосредственно тех, кто пытается там шороху навести. И будут правы. Возможно. Но у каждого свой скилл, свой подход. Что это мимо какие-то ленты прошли? Ё-моё. Навыки-то теряются, лутания. Представляешь? Кек ленту не заметил на столе. Блин, а с дикими-то что, будут эти, что ли? Отступники какие-то джбошить. Ваше здоровье. Нет, ладно. Если идти, то надо было сразу идти. Я вот сейчас начну туда-сюда бегать, я и не там не успею, и тут ерунду буду исполнять. Смотрим вот этот домик еще и уходим отсюда. С локацией, имею в виду. Загрузимся лучше в свежий рейд. И попробуем сделать свое грязное дело. Тут у нас что? У нас где у нас? Непонятно. Дома уже проблема с едой становится актуальной. Дикий не ходит никуда, не лутается. ЧВК тоже носом крутит. Квесты, квесты. Кормить-то некому. Персонажа. Но переход на берег у нас всегда... Да, всегда он у нас активен, так как здесь нет никаких условностей по типу автомобиля или еще чего-либо. Как в одном, так и в другом направлении этот выход работает. Как с берега на маяк, так и с маяка на берег. Погнали в свежий рейд туда. Ну что у нас тут? 26,5 минут, около 3000 опыта. Юсек, который мимо пробегал, закрысили одного все-таки. 190 в голову, это был Лева Копченый. Это был Дикий, я не ошибся. Вот такие дела, вот такие новости. Вот, был бы ты человеком, было бы вообще замечательно. Я бы сейчас сразу и под задачу, и квест закрыл бы. Погнали дальше, все то же самое, ничего не меняется. По снаряге куколки, тряпочки только трофейные вытряхнули и лут выкинули в схрон. Потом разберемся. Айда еще разок посмотрим, что там на маяке можно будет сделать с этим делом. О, я снова прям тут же появился. Неплохо, неплохо. Значит, на мою любимую позицию. Вот здесь в пати. С этой позиции, наверное, даже еще удобнее будет. И фланги смотреть, да, чтобы было кому. И с оптикой смотрящий был какой-нибудь интересный. Ну, явно не с Мосинкой. Мосинка, конечно, это такое себе. Ну, по крайней мере, для большинства. Не знаю, у меня с Мосинкой пока получается все.
С нее я 100-метровку сделал на таможне, с нее же я не раз делал тарковского стрелка полностью весь, когда еще он с Мосинкой только выполнялся. Вот он челлендж, вот он вызов был, да? С Мосинкой играть. Ну, похоже, что... быстрого не будет, да? Выполнение. Ладно, ничего страшного. Гриф — птица терпеливая. Ну, пока буду акцентировать внимание на этой скале, потому что она, ну, сами видите, она самая такая простая и очевидная позиция, где можно было бы кого-то подловить. Прям открытая. Хорошо, хорошо. Если где-то будет стрельба-возня, то будем, наверное, туда обращать внимание. А пока сидим, ждем, пока что-нибудь произойдет. Капец, первый выстрел за столько времени. Это бог знает где, да? Так. Ну, это кто-то диких кошмарит, слушай. Дикие диких-то вряд ли будут гонять. О, вижу, вижу. Эх, далеко. Троечка. Да это 3 челобота побежали. Как пить дать. Это архи далеко. Не пойму, он сидит там еще или что с ним? Не, для Мосинки это слишком далеко. Пати челоботов проскочила на ту сторону. Как они там стрелялись, не стрелялись, я вот этого не понимаю. Вон они стоят. Есть, один готов. 100 метров пристрелка, убийство в голову. Короче, Мосинка, игра с Мосинкой — это целая философия. Как бы нескромно это ни звучало, но с ней надо уметь играть. И у меня с нее получается играть. Понимаешь? Ну, пока, по крайней мере. Хоть тут и кратность ни о чем. И никакой тебе сетки прицела. Ух ты, как он вовремя мансанул-то, а? Ты видел? Смотри, как мансует хорошо. Понимает что-то, что-то знает. Ну, короче, осталось только по фану этих челоботиков пострелять, я думаю, и все. Нет, живой.
Ач. Вот такие пироги. Каких-то ЧВК я уже точно не встречу здесь на локации. Сколько там до забора? Пару сотен, наверное, 290 почти. Нифига себе. Ладно, оставлю на сотни. Мне так удобнее. А вон, по-моему, голова торчит. Разве нет? Или я подстрелил его? Да ладно, неважно. ЧВК, короче, нет. Ого. Есть только челоботы. И похоже, что заагренные теперь эти самые, да? Отступники. Надо идти в новый рейд. Вся фигня. Тихие, спокойные рейды. В основном, походу, игроки сейчас этот ивент делают на ночных локациях, да? За отступниками. На маяк Европа не хочет ходить. Я сегодня на Европе играю. Но это, в принципе, я бы не сказал, что плохо, честно говоря. Наоборот, даже хорошо. Чем меньше народу, тем больше у меня шансов на выживание. А подстрелить кого-нибудь мы всегда найдем. Это в любом случае лучше, чем если бы ходили по 3 ЧВК, а рядом со мной пробегали, да? Это все ГБЛ сходу. Ладно, перезаходим, так сказать. Бог с ним, с этим лутом уже. Давай посмотрим, что там у нас есть. Ну, а нет, один только у меня дикий в голову, 288 метров. И все. А остальным я... Ну, может быть, попадал, кстати говоря, где там? Давай позырим. 3 попадания, кажется, было. Но задачу мы не выполнили. Опачки. Это куда меня закинуло? За затопленный, да? За затопленный, да. За затопленный, да. Как сделать ближайшие спауны, посмотреть или? Блин, со скал я там ничего все равно не увижу. Я имею в виду, если на скалы туда пойду, этих отступников в сторону смотреть. Я в такой прицел ничего не увижу, к сожалению. Ну, как ни крути, придется все равно мне брать какую-то другую болтовку и брать какой-нибудь прицел большой, да, с большой кратностью в воду, тот же, например. И брать какой-нибудь ДВЛ или Ремингтон. Можно было бы, кстати, и на Мосинку это все дело присобачить. О, есть клиент, бежит. Двоечка, да? Ну, естественно, там их до хрена. Там их троечка. Чёрта с два.
Неа. Ну я на удачу чисто. Это было чисто на удачу. Конечно же. Однако они 100% понимают, откуда по ним стреляли. Я больше чем уверен. Блин, пробовать. Может, все-таки пробовать, раз они на эту сторону пошли. Так-то я часть увижу в любом случае. Пофиг, давай попробуем. Это у нас нижний пруд. Я попробую на верхний пруд залезть и посмотреть левую сторону, левый подход, короче. Проход. Если все получится, то мы сейчас закроем сразу же 2 квеста одним выстрелом. Вот он, верхний пруд. Так, патроны надо докинуть. Патроны есть, все. Нормально, нормально. Если тут, конечно, не мониторит, кто-то уже сидит, потому что тут прям спавн есть, насколько я помню. На верхнем пруду. Ну и, конечно, есть вероятность того, что они будут ожидать такого моего движения. Пацаны там заряженные. Точно не нубы. Ну ничего страшного. Будем пробовать. По-любому. Так. Что-то, в общем, в этом духе. Вон он стоит один. Это отступники стоят. Блин, на левую сторону мне и не видно-то. Чё у тебя трясется все, алло? Опять без меня пил? ЧВК. Тайник. Да? Да, тут где-то тайник есть. О, отсюда сейчас глянем. Главное, чтоб вон те мне не наваляли. Блин, и правые могут навалять. Вон он стоит один на АГСе. 250 метров. Что, попрактикуемся? Понял. Принял. Короче, эти господа, я так подозреваю, будут идти с левого направления. Вот этого я и, блин, боялся, переживал за вот это. И мне бы очень хорошо было бы как раз вот эту вот дорогу нижнюю посмотреть, но я не могу ее посмотреть. К сожалению, потому что меня даже с первого ангара кошмарят эти отступники, мать их. Это катастрофически плохо. Есть, знаешь, какой вариант? Если сейчас выживу. Есть, кстати говоря, вариант попробовать обойти эти клейморы по левой стороне. У меня как-то получалось. Но точной тропинки я уже не помню.
Вот как-то где-то что-то примерно отсюда. И я потихоньку спускался вниз. Вдоль этих камней. Блин, главное мне дистанцию не настолько сократить, чтобы меньше 100 метров было. 80 метров можем двигаться еще. Окей. Примерно вот тут я шел. Вот эта гряда заминирована точно. И вот эта зеленка заминирована, по-моему. Да, нет, они меня, очевидно, не будут там ждать. Я сейчас пока доберусь до сюда. Там же все случится. Ну вот, я же говорю. Вот, что-то в этом духе. Уже хоть что-то, да? Уже хоть какой-то пятачок можем смотреть. Но дистанция уже все. Вы прибыли, говорит. Нет, это по ним. Они что, до сих пор там, хочешь сказать? Опачки. Вот. — 140 метров. Эй, он там. Все, отлично. Я же нашел его, пацаны. Я же нашел его. Я сделал все-таки это. Только отвернулся, вон там, прикинь. Но просто золото, а не маневр получился в итоге. Блин, такое редко вообще бывает, когда ты что-то задумал, и оно срабатывает. Ну, у меня, по крайней мере. Да я Джон Рэмбо, блин. Вон там еще сидит этот на АГСе. Да пулеметчик 100%. Хотя навряд ли пулеметчик сидит еще. Нет, пулеметчика уже нет. Либо он внизу, либо... Непонятно. Но самое главное, я свою задачу выполнил. Теперь и погибать не жалко. Погибать не жалко. Пулеметчик сидит еще на той стороне на крыше. До сих пор. Но этого парнягу они точно раскидывать пока, по крайней мере, не будут. Все, можем уходить с локации. От маяка мне, в принципе, больше ничего не надо. Хотя там есть еще юсеков кучу перестрелять.
Но это уже совсем другая история. Я кого-то видел, по-моему. Airdrop вызвали. Или это текстуры мелькают. Блин, неужели любопытство вас не схавает? Неужели вы пофиг будете? Я не знаю. Ну, новичков точно бы схавало любопытство. Или чулоботов, они бы точно вышли бы или что-нибудь уже. Или раскидывали, или бы разлутывали бы своего типа. Хороший маневр получился. Можем, в принципе, уходить, да? Вон там стоит, по-моему, отступник. Вот отступник за пулеметом. Все на месте еще. И трассеры летели как-то наискосок, что ли, то ли вверх. По-моему, там внизу еще, короче, сидят. Обаджа. Ладно, хорошо, мы сделали работу свою на отлично. Можем пробовать уходить. Я не удивлюсь, если эти ребята сейчас попытаются вернуться и обойти меня с этой стороны. Либо встретить каким-то макаром. Но это уже вопросы тактики, да? К нам вопросов нет, отыграли. Как и запланировали, как по нотам. Тогда, получается, затопленную сейчас полутаем. А, у меня рюкзака нет. Или уже не лутаться, просто домой пойти. Посмотреть, что там дальше по квестам. Ну, там уже дальше по квестам в лес надо идти снайперить. Инфа сотка. Следующий тарковский стрелок — это 3 с болтовки в лесу. В одном рейде причем. Но у меня уверенность в том, что они будут рассматривать сейчас вот эти скалы, все спину, да? Я же говорю, они сюда вернутся. Блин. Что-то слева тяжелое стреляет. Скар, что ли, стреляет? Короче, эти ребята решили не пушить дальше ту сторону. Побоялись, скорее всего, снайпера. И решили пойти то ли на коттеджи, то ли с другой стороны зайти. Я не пойму, но решили идти по этой же тропинке. А я, блин, не додумался посидеть на камне, посмотреть обход, этот выход сюда, да? Ну ладно.
Полутался, блин. Лутака. А, это дикий, что ли? Это дикий был. И это дикий был, оказывается. У страха, говорит, глаза велики. Так и я. Это, оказывается, боты просто подъехали. Вот так вот. Но слева этот какой-то Скар что-то стрелял. Я точно это слышал. Там сомнений нет. Питонство можно употребить сходу. Пойдет. Короче, наше дело маленьким осталось. Нам надо просто уйти с локации аккуратно через левую сторону. Ну что ты, куда ты застрял там? Вот так вот примерно. Там могут сидеть Скар, который стрелял, да? А, уже внизу, понял. Опа, это что было? Он меня увидел? Да, меня увидел. Ой, е-мое. Без шума же хотел. Гусюнды свалим. О. Есть барахло. Сгущеночка. Ё-моё, так приятно полутаться после всего вот этого. В свою стихию уже хочется вернуться. В лутание, собирание, гуляние диким и прочие прелести. Свеча зажигания. Сейчас бы прыгал от счастья. Чтоб себе этот поставить, да? Генератор или что там? Вроде нету ничего, короче. Ладно, let's go домой. Уже челоботы подъехали.
Джубош с ППШахи. Хороший рейд получился, прям вообще четко. Очень повезло, что ребята оказались в нужном месте в нужное время. Нифига, 22,5 минуты. Я думал, минут 10, максимум 15. Бровский отступнику я же по АГС стрельнул, все понял. Но отступник был дальше по дистанции, поэтому Юсек мы точно не узнаем, сколько метров. Хотя я замерял, там 100 с чем-то было, да? Ну, больше 100 метров однозначно. Пойдет. Так, для инфо чисто. Неудачная подстава, квест надо перезапускать. Если вы случайно или намеренно убили Дикого, то квест проваливается. Стрелок от Бога квест мы уже 2 локации закрыли. Таможня в предыдущем выпуске, маяк в этом выпуске. Теперь мы отправимся в лес и будем там 100 метров в голову пытаться выбить. Но главная задача на сегодня была это Тарковский стрелок, часть 7, его мы завершаем. 45 метров, болтовка с глушителем, 5 ЧВК на любой локации, готово. И выдает теперь он Тарковский стрелок, часть 8, поэтому квесту нужно 3 бойцов ЧВК на локации лес в одном рейде, используя болтовые винтовки подстрелять. Но здесь уже глушитель не нужен, однако болтовка без глушителя это явный приговор. Стал доступен к выполнению теперь квест сетевой провайдер, часть 1. Тут мне нужно передавать просто-напросто предметы. Электрокомпоненты 4 штуки, 2 имеется. Это что такое? Вот эти штуки надо, 4 целых. У меня одна только, оказывается, была газоанализатор, 4 штуки. И разбитые джифоны 4 штуки. Все, на сегодня задача выполнена. Доволен, как удав. Я, с вашего позволения, удаляюсь. Благодарю всех за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Спасибо большое за вашу поддержку. Пальцы вверх и добрые отзывы. Они, очевидно, мотивируют. Всем приятной игры и хорошего настроения. До следующего выпуска в лесу с ДВЛ. До свидания.